Привет, друзья! Денис Мацуев – живая легенда мира классической музыки, виртуозный пианист. Музыкант был удостоен звания народного артиста России, его профессионализм и талант сделали его популярным по всему миру. Нет сомнений, что в будущем поклонников маэстро ожидает огромное количество его сольных выступлений. Многочисленные фанаты с нетерпением ждут новых концертов и выступлений своего любимца. Денис часто и охотно общается с прессой, но больше о музыке и фестивалях, а вот о жене и маленькой дочери предпочитает не распространяться. Поклонникам Мацуева интересно знать больше о личной жизни пианиста-виртуоза и о ближайших планах артиста. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Денис Мацуев и сколько зарабатывает пианист-виртуоз. Будущая легенда мира классической музыки родился 11 июня 1975 года в городе Иркутск. Семья нашего героя имела непосредственное отношение к музыке, при этом любовь к искусству распространилась сразу на несколько поколений. Дедушка Дениса был артистом циркового оркестра, а его отец прославился в качестве великолепного пианиста. Мужчина сам сочинял музыку для театра родного города. Мама Дениса работала преподавателем, обучала детей играть на фортепиано. Родители и многочисленные родственники сразу распознали в юном непоседе огромный творческий потенциал. Он обладал идеальным музыкальным слухом и любил играть на фортепиано. Близкие не сомневались, что мальчика ожидает большое будущее в музыкальной сфере. Они старались поддерживать паренька и стремились помочь ему в творческом пути. Обучение музыке и несомненная любовь к искусству не помешали нашему герою быть активным и любознательным мальчиком. Как и большинство сверстников, он обожал футбол и мог днями играть в мяч с соседскими мальчишками. Также паренек был неравнодушным к катанию на коньках. В детстве музыкант мечтал стать профессиональным спортсменом. После окончания школы молодой человек какое-то время обучался в местном музыкальном училище, но потом решил продолжить образование в Москве. В столице он сразу же поступил в консерваторию. Во время обучения педагоги не раз отмечали его виртуозное владение инструментом, особую эмоциональность и манеру игры. Во время обучения его принимают на работу в Московскую филармонию. Москва подарила талантливому музыканту множество новых возможностей. Концертмейстеры заметили, что пианист завоевал любовь публики, а его творчество пользуется огромной популярностью. Именно поэтому карьера нашего героя резко пошла по нарастающей. Больше всего музыкант ценит свою первую победу. В 1998 году он принимал участие в 11-м международном конкурсе имени Чайковского и показал прекрасные результаты, став победителем этого значимого конкурса. Его виртуозная игра покорила многих, и имя Мацуева прозвучало на весь мир. Со временем виртуозный пианист смог продемонстрировать свой талант не только в России, но и во Франции и Англии. Его концерты с большим успехом проходили в более 40 странах мира. Вместе с лейблом Sony наш герой вскоре создает свой первый музыкальный альбом. В сборник были включены практически все композиции, которые маэстро играл на своих концертах. В списке таких шедевров были и классические оперные вариации исполнения «Венгерской рапсодии», а также «Мефисто вальс». С 2004 года талантливый музыкант представляет собственную программу, включающую его сольные концерты, которые имели свою фишку. На них обычно приглашались самые популярные звезды классических выступлений, при этом стоимость билета оставалась доступной. К концертной деятельности были привлечены такие коллективы, как Мариинский оркестр, Российский национальный оркестр и многие другие. Среди многочисленных достижений пианиста можно отметить его диск под названием «Неизвестный Рахманинов». Интересно, что все партии были записаны на инструменте, который когда-то принадлежал великому композитору. Внук Рахманинова предложил музыканту исполнить лучшие произведения своего великого дедушки. Право на исполнение наш герой получил в обмен на обещание бросить курить. Это обещание музыкант дал своему новому другу и, конечно же, сдержал слово. Джаз – еще одна любовь великого пианиста. Он считает, что этот музыкальный стиль можно смело поставить на одну ступеньку с классической музыкой. Именно поэтому на его концертах можно услышать джазовые миниатюры и импровизации. Не остался мужчина в стороне от благотворительности. Цель практически всех благотворительных акций в приобщении молодых людей к классической музыке. Под его началом оказывается поддержка молодым дарованиям, а также проведение многочисленных конкурсов среди начинающих пианистов. Он регулярно проводит концерты для слабовидящих детей и инвалидов. Долгое время Денис Мацуев оставался холостяком, предпочитая не связывать себя узами брака. Однако спустя время в прессе все чаще появлялась информация о возлюбленной известного пианиста, которой стала прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина. Свадьба молодых людей прошла в кругу родственников и самых близких друзей.
Они вместе уже около 15 лет. В 2016 году появилась информация о том, что музыкант стал счастливым отцом. У него родилась дочь Аня. Но о рождении девочки стало известно только спустя год. У дочки есть чувство артистизма, паузы, формы, ритма, абсолютный слух, и она прогрессирует с каждым днем. Пока не знаем, кем она станет, но если не будет большого таланта к музыке, никогда не разрешу ей заниматься этим профессионально. А пока она чрезвычайно артистичный ребенок, от которого мы заряжаемся и которому папа позволяет больше, чем кому-то другому», – поделился пианист. С особой любовью пианист относится к родному городу. Музыкант с юмором называет свою национальность – сибиряк. Он часто бывает в Иркутске и в Листвянке, самом ближнем к Иркутску байкальском поселке. По дороге останавливается на одной из заимок попариться в бане. Со школы у Дениса Мацуева осталось еще одно увлечение – обожает настольные игры, например, мафию или крокодил. Причем подбить друзей и срезаться разок-другой может хоть у себя дома, хоть в ресторане. Денис Мацуев основал фестиваль под названием «Звезды на Байкале». Мероприятие неизменно проходит каждый год в родном городе пианиста. Также в Иркутске был открыт Дом музыки имени всемирно известного пианиста. Здание стало штаб-квартирой для фестиваля, который был создан музыкантом. Здесь проводятся концерты, а также многочисленные мастер-классы. Пианист решил не продавать недвижимость своих родителей. Мужчина также отказался от ремонта. Он хотел оставить обстановку, которая царила здесь во времена его детства. Местные жители также хранят память о начале творческого пути великого музыканта. В школе, где обучался пианист, до сих пор сохранилась парта, за которой он сидел на уроках. Также остался рояль, на котором мальчик играл на перерывах между занятиями. Хотя наш герой не воплотил мечты о спортивной карьере, он остается преданным футбольным фанатом, в чем его поддерживает супруга Екатерина. В настоящее время музыкант отдает предпочтение команде «Спартак». Денис является активным пользователем социальных сетей, однако увидеть на его персональной страничке личную информацию практически невозможно. Чаще всего все его публикации посвящены творчеству и предстоящим концертам. Однако иногда он радует поклонников личными снимками, а также видео, на которых запечатлена его частная жизнь. В год Денис Мацуев давал по 250 концертов, но из-за пандемии для него все изменилось. У пианиста отменилось 142 концерта, международные туры в Лондоне, в Амстердаме, Риме, Берлине и других странах. Каждый концерт – это история, к которой Мацуев шел годами, некоторые были запланированы еще 5 лет назад. Чтобы узнать примерный размер гонораров пианиста за одно выступление, достаточно заглянуть на сайт госзакупок. Так стало известно, что за концерт в новом московском концертном зале «Зарядье» Мацуев запросил 3 миллиона. А за участие в 2 концертах открытия сезона в Красноярской филармонии, куда музыкант заехал по дороге с фестиваля «Звезды на Байкале», ему было выплачено 4 миллиона 630 тысяч рублей. В Оренбурге за один вечер и классика, и джаз местная филармония была разорена на 5 миллионов 725 тысяч рублей. Правда, в концерте принимали участие еще 3 музыканта, но в договоре о них не сказано ни слова. Кто-то может подумать, что уж в родной Иркутской области Денис Леонидович ведет себя скромнее. Отнюдь. За участие в 5 концертах фестиваля «Звезды на Байкале» Мацуеву причиталось 5 миллионов 617 тысяч рублей. При этом концерты разбавлялись другими участниками за отдельную плату. Поездка на сольный концерт в Братск пополнила его бюджет еще на 2 миллиона 197 тысяч 800 рублей. Согласно рейтинга, опубликованного Forbes, пианист Денис Мацуев вошел в топ-50 самых обеспеченных знаменитостей, который зарабатывает 4 миллиона 500 тысяч долларов. Напомним, это уже не первое попадание земляка в этот рейтинг. В 2016-м Денис Мацуев находился на 40-м месте с доходом в 2 миллиона долларов. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!